Сегодня мы разберем вторую главу, как говорят убийцы сёнэна в Кагурабачи. Узнаем, какая сила скрывается в 7 сильнейших катанах великого мастера Ракухира Кунисиги. Увидим, кто убил отца главного героя, и поймем, почему Тихира взошел на путь мести и стал убийцей. Сразу сделаю оговорочку. Оказывается, ГГ движет не просто слепая месть, а нечто большее. Так что те люди, которые писали, что основная идея главного героя это тупо месть, а значит тайтл идет на скип, можете забирать свои слова обратно. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую мангу, манхву, маньхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Глава продолжает свое повествование с инцидента истребления банды пробуждения дракона. Тихира уничтожил всех противников, оставив в живых только главаря, дабы выжать из него информацию о черных магах, отвечая своей жертве тем, что ему вовсе было плевать, какими монстрами были эти люди. А поскольку жизнь этому ублюдку была дорога, главарь банды все же соизволил рассказать ГГ о Хисяку. Но как только он начал раскрывать свой рот, чтобы рассказать правду, его рожа тут же начала дико деформироваться, после чего из его тела с неистовой скоростью проросли древесные корни, пронизывая все на своем пути, из-за чего Тихира пришлось немедленно предпринять меры и уничтожить ядро разрастания. Вот только заложники товарищ ГГ остались без защиты перед стремительно заполняющими пространство здания острыми древесными отростками. Однако в этот момент Сиба демонстрирует свои способности, тем самым спасая израненного человека. В мгновение ока эти двое оказались за пределами здания. Оказывается, Сиба не просто так от балды разгуливает без какого-либо оружия. Он может использовать магию, видимо его атрибут специализируется на перемещении. Возможно, этот персонаж обладает магией пространства, спираясь на предыдущий опыт с черным клевером и его разнообразным видом магии. Но пока я не стану утверждать это наверняка, поскольку в манге не было сказано более подробной информации о его способностях, и автор волен называть их как его душе угодно. Вот только что наверняка понятно, это то, что Сиба маг, но не из группировки черных, так как у него нет соответствующей метки, а все заклинания этого персонажа скорее всего заточены на игре с перемещением, поскольку, как мы видим, способности черного мага, показанного ранее как минимум в 2 раза, проявили себя в создании остроконечного древа, и заклятие, которое он наложил на главаря банды, дабы тот не взболтнул лишнего, имело тот же характер. Что ж, Кагурабачи заинтересовывает все больше и больше, как минимум тем, что нас могут ожидать персонажи с кучей различных способностей. Пока же эти двое были на улице, Тихира разобрался с ядром разрастания убийственного древа, однако он был несколько расстроен тем, что не смог выжать нужную ему информацию, хотя и подозревал, что подобный вариант развития событий может произойти. Но сама мясорубка не прошла для него без следа, пав на главного героя дикой усталостью. После чего Сиба рассказывает нам, что несмотря даже на 3 года с момента трагедии с Ракухира, главный герой вовсе не имеет никакого боевого опыта, и это после того, как он нам продемонстрировал такое искусное истребление врагов, щелкая их как орешки. Боюсь тогда представить, что будет, если Тихира действительно обучится техникам боя. Но что более удивительно, так это то, что продемонстрированные особые техники меча ГГ, небеса бездны, Ил и Нисики, это только базовые способности этой катаны, ибо Тихира еще совершенно не овладел этим оружием и не способен в данный момент раскрыть его полный потенциал. Далее в ролике я расскажу, в чем же причина этого и как именно главному герою удастся продемонстрировать всю силу катаны, сделанную его отцом. Также в этой главе нам поведают историю той самой трагедии, дня, когда жизнь Тихира перевернулась с ног на голову. Поместье именитого мастера клинков Ракухира было защищено барьером, а значит и проникнуть на территорию никто просто так бы не смог. Но все же нашлись те, кто смог разрушить
разрушить барьер, и это черная магия, среди которых был тот самый мужик в черной шляпе, а явились они сюда, чтобы заполучить легендарные катаны Ракухира, которые после войны с Эйтей были возвращены мастеру для того, чтобы они больше не использовались для убийства. Кунисиге, естественно, попытался противостоять злодеям, но в конечном итоге проиграл бой превосходящему по силе противнику. Черные маги убили легендарного мастера клинков и украли 6 магических катан, одна из которых, по-видимому, была чрезвычайно сильна, поскольку ее помимо ящика для хранения как будто запечатали, и как видим, именно этого ящика не было среди всех обломков подвального здания, что как бы откровенно нам говорит, что запечатанная катана была действительно очень опасна, раз уж ее невозможно было извлечь на месте, как все остальные. Тихира же в тот момент не смог ничего сделать, дабы помочь своему отцу, ибо во время разрушительного сражения его сильно задело в голову обломками здания, из-за чего он потерял сознание. А уже после того, как главный герой пришел в себя, ему уже не было кому помогать, поскольку Тихира ожидала лишь душераздирающая картина убитого отца, а ведь он хотел помочь Кунисиге противостоять врагам, ибо придя к холодному телу, он держал в руках катану, а то из ГГ намеревался сражаться вместе с отцом. Сам же меч был не простым, а последним, 7-м магическим мечом Ракухира Кунисиге, созданным уже после того, как была закончена война, и предназначалась эта катана совершенно для другого, нежели первые 6 клинков, ибо они были выкованы Кунисиге во времена войны с Эйтей и созданы для того, чтобы убивать, поэтому они-то и были заперты в подвале поместья, поскольку больше незачем было использовать их в мирные времена, и Ракухира не хотел, чтобы они попадали в чьи-нибудь злые руки, так как могли причинить боль и страдания ни в чем не повинным людям. Ведь идеология мастера клинков после войны изменилась. Он не хотел, чтобы его катаны были лишь только средством для убийства. Кунисиге видел свой смысл жизни в создании клинка, который будет предназначен для защиты. Именно об этом он говорил своему сыну в прошлой главе при посвящении его в глубины своего ремесла. Поэтому-то в способности 7-й катаны был вложен символизм золотых рыбок, обозначающих удачу, любовь и преодоление трудностей в японской мифологии. После этой трагедии Тихира поклялся отомстить этим уродам, но оказывается, это была не просто слепая ненависть, как это могло показаться в первой главе. Главный герой хотел донести ценности и убеждения своего отца, тот смысл, который он влаживал в создание катан. Из этого, по моему мнению, Тихира и не может раскрыть полную силу 7-й катаны, так как он все-таки намеревается мстить, а не защищать. Но я уверен, что в дальнейшем сюжете его мировоззрение поменяется, и все придет к тому, что сила 7-й катаны будет раскрыта. Но, видимо, этот путь будет тернистым и долгим. Однако сейчас его целью является поиск всех 6 украденных клинков и месть черным магам, убившим его отца. И, кстати, возможно, силу других клинков ему удастся обуздать куда лучше, поскольку они и создавались для убийства противника. Но это будет возможно только до того времени, пока он будет сохранять прежнее хладнокровие. Ну а пока Тихира и Сиба собираются отправиться в Токио, ибо в этом городе был обнаружен человек, видевший магические мечи, а значит, его нахождение позволит получить ценную информацию про расположение этих клинков. Что ж, вторая глава Кагурабачи все еще приятно удивляет. Нас больше знакомят со вселенной, силой персонажей, особенностей магических катан и о целях главного героя. Теперь остается только ждать следующую главу с порцией новой годноты. Ну и также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомление. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or an